Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на канале Мариарт Живопись маслом. И сегодня мы с вами будем писать такой вот осенний пейзаж. Утро на реке. Будем работать маслом. Холстик у меня вытянутый 20 на 30. Холст на картоне. Можно брать, это такой вытянутый формат, но можно брать более такой, ближе к прямоугольному, да, покороче. То есть тоже будет очень хорошо смотреться. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Они у нас выходят 2 раза в неделю, понедельник и четверг. Разбавитель White Spirit без запаха, кисть синтетика, такая, видите, язычок называется, она как форма язычка и плоская. И вот примерно 1/3 там у нас будет линия горизонта, линия берега, где вот мы видим заканчивается водичка, да, там дальний план, деревца видны. Намечаю волнистой линией деревья, да, показала, то есть такую какую-то интересную форму придала очертанию этих деревьев. Бережок также наметила. Что касаемо бережка, помните всегда про то, что берег мы, даже если он, как в данном случае, да, вот он закругляется, никаких закруглений конкретных, вот именно закругления какого-то мы не делаем. То есть все у нас уходит ступенчато, горизонтальными линиями, но ступенчато вот так вот поворачиваем. Белилки с охрочкой сейчас не особо видно, так как белый холст. И красочка довольно-таки, да, почти белильная. Но в дальнейшем, когда рядом появятся холодные оттенки, это будет хорошо видно, что у нас все-таки небо такое вот более тепленькое. И вот я заполняю короткими мазочками. На данном этапе я работаю с таким довольно-таки большим количеством разбавителя. То есть не сказать, чтобы там один разбавитель, да, и краски нет, но очень-очень жиденько. И слой, ну, просто очень-очень тонкий. Это обязательно, прям обязательно, чтобы был тонкий слой. Иначе будет вам работать тяжело. Ближе к низу я добавила, видите, тоже белила, фиолетоватый оттенок сделала, но настолько он минимально все сейчас, настолько все должно быть нежно и разбелено. У нас подразумевается, да, такой вот дальний план туманный, нечеткий, то есть разбеленная и тоненько-тоненько прям. Если сомневаетесь в тонкости, да, как вы нанесли, можно все это мастихинчиком, как бы лишнюю красочку пройтись, подсобрать. Линия соприкосновения, да, вот дальника с водичкой, вот такие вот оттенки, какие-то там кусточки, деревца, но это все такое намеками, все это воздушное. Посмотрите, насколько вот минимум краски на кисточке, прям самый краешек выпачкан. Желтоватых оттенков. Вот салфеткой, видите, сама даже промакиваю. То есть, чтобы не было там ни в коем случае никакой пастозности. Вот такой вот голубенький делаю и немножко пачкаю индиго. И такими разнообразными мазочками создаю краешек вот этих деревьев, которые далеко-далеко в тумане. Чтобы был он интересный, не просто какой-то, да, одинаковый, просто закругленный, да, силуэт, а все-таки поинтереснее делаем. И вот втираю прям вот с усилием, чтобы краски было прям очень-очень мало. И сухой кисточкой краешек с белилами, с небом, да, вот это вот списываю, растушевываю сухой кисточкой. Красочки совсем-совсем немножечко. Прям вот это, ну, прям очень обязательное условие.
Добавляю чуть больше индиго. С правого края у нас тоже там в основном будут охристые, да, деревца такие вот желтовато-охристые, но вот такие именно голубовато-грязные там тоже присутствуют. Круговыми движениями, видите, я это вписываю. Здесь уже будет теневая, тот лесочек деревца, который поближе к нам, она уже более контрастная, эта теневая. Это ультрамарин с коричневым. У меня это вандик коричневый, можно Марс коричневый использовать, то есть тоже подойдет. И вот я намечаю круговыми движениями, такими вот мазочками. И краешек опять сухой кисточкой, то есть ну, я ее протерла, да, красочки на ней нет. И я вот так вот создаю такие вот интересные тоже вот, теневую такую. Чем ниже, тем темнее. Дальше она, да, как бы становится плавненько светлее. И вот так вот тоже границу сухой кисточкой. Кисточку кручу в руках. Обращайте внимание, что как я, да, делаю. Охра с коричневым. Вот здесь кусточек. Этот куст, да, сначала я намечаю немножко поменьше, чем он будет в итоге, для того, чтобы вот именно потом нам надо будет увеличивать, да, какие-то ветки на фон неба, да, выбрасывать, и чтобы не переборщить изначально, то есть лучше сделать его вот это вот контур, очертания немножко поменьше. Очень-очень мало красочки. И видите, такое все нежное, воздушное на дальнем плане, разбеленное. Вот здесь такой островок, да, кусочек берега, на котором у нас будет дерево большое. Работать буду, вся работа выполнена одной вот этой кисточкой. Траву тоже посмотрите, вот намеки на траву, то есть я не выписываю каждую травинку, я меняю оттенки, то есть выше на холме, да, там были такие вот охристо-коричневые, сюда поближе уже идет и можно какой-то охра с желтым смешать посветлее и красноватых оттенков, то есть и где-то опять потом темных, то есть создаем интересность, не закрашиваем как-то однородно. И, соответственно, мазочки, кисточка двигается, ну, вот как трава растет, да, не все, конечно, вертикально, ну, меняем слегка направление, чтобы все это было интересно. Вот здесь в серединке тоже покажу такое вот движение. Что-то там далеко-далеко в тумане растет. И сухой кисточкой вот притоптала, притоптала. Видите, практически его не видно. Оно настолько там светло, но все равно рассмотреть можно, да, что да, какое-то движение есть, но не видно, да, там туман, не видно. То есть вот такое должно быть ощущение. Краешком кисточки, вот бочочком прям буквально прописываю маленькое деревцо, которое будет вот там далеко. Охра с красным, с желтеньким, такими вот оттенками. Горизонтально прорабатываю бережок. Где-то я работаю прям всей плоскостью кисти, где-то прям вот торцом ее. То есть смотря какой мне мазочек нужен. Либо более узенький, тоненький, да, либо какой-то более широкий. Красный с коричневым. Тут около палаточки вот такие вот темные коричнево-красные оттеночки. Тоже показываю вертикально, как бы давая намеки на какую-то траву.
толщина нашего берега. Аккуратненько индиго проложила. Не полностью, обратите внимание, очерчиваю весь берег, да, это неправильно. То есть очерчиваем ту часть берега, которая повернута к нам. И вот здесь тоже холмик. Я его намечаю через такие вот охра с желтым. Где-то можно даже охра с коричневинкой. То есть тоже как бы создаю интересный, чтобы он был не какой-то, как в детстве, да, мы картинки разукрашивали и там одним цветом что-то там закрашивали, а вот именно создаем интересность, сложность, живописность, да, что у нас там присутствует много разных оттеночков этой травы желтой. В общем, он желтый холмик, да, но есть там и более красноватые, и коричневатые. Вот лимонка с белилками тоже кое-где такие вот более светлые травинки. То есть наносим разнообразно, чтобы было это интересно, не скучно. В этом живописи заключается, да, чтобы вот рассматривать картину. Палатка наша, вот ее боковая сторона, она у нас будет немножко потемнее. Тоже сначала я закрываю желтый с белилками, с охрочкой. И уже на этот оттенок можно нанести каких-то немножко темных, как бы складочки, возможно, там, да, ну что-то просто вот какой-то интересности, да, вот посмотрите, чуть-чуть добавила, уже как-то какое-то движение, что-то там более живописно получилось. Оттенила макушечку немножко. И вот вход в палатку, или это, возможно, она тыльной стороной к реке стоит, как бы более светлая. Также на наш бережок там кое-где светлых участков, темных, то есть разные-разные интересно делаем. Здесь вот буквально несколько мазочков коричневой красочки поставлю такие вот, как будто костерок там у нас горит. Огонек сначала белый мазок поставила, потом какой-нибудь оранжеватый. И вот добавляю, прорабатываю, делаю интересными. Вот смотрю, если мне там хочется добавить каких-то моментов на берегах, да, траву эту где-то интересную. То есть периодически я возвращаюсь. Видите, там поработала с травой, вернулась к палатке еще. И вот здесь стволы деревьев, которые вот те вот дальние в тумане, беру вот очень-очень мало красочки, вот светленькой, даже не белая, вот что светлая на палитре есть. И не бело должно быть эти стволики, а практически вот с тем голубым смешиваться, они должны минимально-минимально читаться там, то есть каким-то легким намеком. И более темных пятнышек вот я добавляю, да, то есть там тоже должно оно как бы просматриваться, да, в этом тумане, что есть там какие-то моментики и потемнее. Но опять-таки я их нанесла, эти мазочки, да, краски вообще практически нет на кисточке. И сухой еще и дополнительно их туда втаптываю, как бы делаю еще более туманными. Ну, то есть видим, что, да, что-то там потемнее. Есть какие-то моменты, но такие они все равно разбеленные. И вот здесь, которые ближе к нам, уже более яркие стволики. Еще такой нюанс. Там, где у нас стволы
попадают на темный фон, там мы их делаем светлыми. Вот здесь, видите, на светлый выходят, здесь я уже взяла немного индиго и делаю более темными. Так в природе вообще как бы можете сами посмотреть, понаблюдать, так оно и есть. Если одно и то же дерево, один и тот же ствол на темном фоне, да, к примеру, и где-нибудь на светлом, когда он выходит на небо, он будет смотреться на фоне неба темнее, чем, допустим, где-то за ним, допустим, что-то темное находится. Вот я поближе показываю, как я наношу теневую. Это коричневый с ультрамарином. Легкими-легкими такими вот касаниями создаю такие шапочки деревьев. Видите, насколько мало красочки на кисточке. То есть там кляксы какой-то не висит. Самым краешком создаю такими вот отпечаточками. Кисточку сильно в холст не вдавливаю. Касания очень-очень легенькие. То есть, если вы будете больше, сильнее вдавливать, будут такие вот пушистость вот эти вот не получится. Охра с коричневатым, можно туда даже капельку ультрамарина, чтобы он слегка зеленил. Более освещенные вот моменты над этими теневыми как бы прокладываем более освещенную листву, да? Легкими касаниями по макушечкам прохожу. И также вот маленькое деревце тоже прохожу. И самые освещенные это желтенький с белилками. Этим цветом уже вообще по самым-самым макушкам, то есть в теневую ни в коем случае этим оттенком не заходим. Это самые такие вот освещенные макушечки. Вот такими вот легенькими-легенькими. И вот сдалека, видите, как получается. Такой вот интересные деревца получились. То есть, как бы вроде кажется сложно, да, но на самом деле не сложно. И таким вот приглушенным зелененьким каким-нибудь показала в теневой. Там вот тоже движение, да, какое-то. Там тоже кусты, возможно, лес, ну что там, бог весть, что там растет. И еще, знаете что, друзья, хотела вот по поводу стволов вот этих деревьев на переднем плане. Обратите внимание, что я их не до самого низа, да, эти белые части провела. То есть они у нас идут яркие, да, и потом постепенно так растаяли в этой теневой. То есть не видно, где у них там основание. Вот здесь вот в уголочке веточка. Самого дерева не видим, просто какая-то веточка вышла. Наметила веточку и также каких-то коричневато-охристых, более желтеньких оттенков нанесла. То есть создала такую вот легкими похлопываниями листву. Белилки с индиго. Такой вот получается серенький цветик. Намечаем наше вот это большое основное дерево. У основания ствол знаем, да? Потолще, дальше у нас веточки расходятся потоньше. Также у основания добавляю более темный индиго. Здесь уже, да, ближе к нам мы уже работаем более такими контрастными цветами, то есть уже менее разбеленными. Поднимаюсь выше по стволу дерева индиго, да, был теперь коричневый. То есть создаю интересный ствол. Похоже что-то как березка, не березка. И намечаю, как красиво, да, сделать дерево. Лучше вот наметить и не переборщить с ветками, что самое главное. Да? Наметить какие-то основные ветки, если вы хотите ну, форму, да, им задать. А от них уже пускать более мелкие, там расходящиеся в разные стороны. Вот опять основная, да, какая-то крупная веточка. И от нее
я уже пристраиваю там какие-то более маленькие. То есть работа на первый взгляд смотрится сложной. Но если разобраться, то в принципе как бы не особо-то и сложная. На ствол для интересности, да, для сложности. Мы же не можем его оставить таким вот серым, ну как-то скучно, да, неинтересно. И мы добавляем на сам ствол каких-то вот оттенков и оранжеватых, и вот где веточки, да, вот две расходятся, там можно добавить более темных оттенков, таких как индиго с коричневым, красно-коричневых, допустим, каких еще оранжеватых, да. Если не хотите сильно такой оранжевый, да, можно его подпачкать, успокоить коричневым цветом. Так уже становится, да, вот обратите внимание, оно такое уже какое-то интересное, сложное, прописанное. Мазочками я работаю коротенькими, не сильно такими размашистыми, создавая тем самым подобие что-то коры дерева, да. Вверху добавляю на некоторые ветки чистый индиго. Не на самые тоненькие, а вот основные. Белилки с желтеньким, с охрочкой. Показываю по краям вот очертания дерева, да, такие вот блечочки коротенькие. Тоже не очерчивайте сам ствол полностью одной какой-то линией светлой. То есть линия должна быть прерывистая. Добавила каких-то травинок. Коричневый с красненьким. Такими же мазочками кисть вращаем, да, вот куда мы хотим, чтобы у нас поворачивались листочки. Создаем вот на этом дереве тем же самым способом, как я вам показывала поближе, да, вот эти вот зеленые деревья. То же самое. Вращайте, вращайте всегда кисть. Не забывайте про это. У вас тогда получится более интересные такие работы, живые. Видите, я кисточку вращаю, сам краешек в разных направлениях. Вот здесь в углу более красноватых моментов добавлю. Краска смешивается с фоном неба, разбеливается. То есть, если сильно белесо прям, да, тогда протирайте кисточку. То есть это должно вообще как бы в привычку войти, когда вы пишете, то в левой руке, если вы правша, да, у вас всегда тряпочка должна быть. И как бы всегда, когда пачкается кисточка, нужно протирать. И вот здесь на дальнем плане за нашим деревом я создаю такими вот короткими мазочками. Движение вот листву я создаю в принципе вот по тому принципу, который я вам показала. Аккуратно обхожу дерево, да, создаю эти листочки кустов или деревьев, что это вот на дальнем плане. Сверху у нас будут такие вот зеленоватые, то есть ультрамарин с коричневым. Поверх них, это теневая, да, поверх них желто-охристых оттенков, то есть более желтеньких. Наношу эти как бы светлые участки, но не забываем, чтобы полностью не перебить, да, вот эту теневую все-таки оставить. Коричневый с красным. Дальше вот кусточки такого оттенка. Это опять-таки коричнево-красный, соответственно, это у нас теневая, да. И потом более оранжеватые, желто-охристые у нас пойдут уже
освещенные. И вот здесь одна веточка такая, как отделенная, да. Вот такими простыми прикладываниями кисточки можно, в принципе, видите, написать абсолютно разные и кусточки, и деревья, да, и получается очень-очень так вот классно, интересно. Главное между ними вот оставлять все-таки вот не затыкивать этим цветом полностью, да, как бы эти мазочки один к одному прям не лепить, то есть на каком-то расстоянии, и, в общем, создается такое вот ощущение каких-то красивых деревьев. Вот более светлым травинки показываю здесь, на этом бережочке. Охра, желтый, чуть-чуть красненького. Уже можно здесь более пастозненько, так, но не давим, легкими касаниями. Понимаете, если вы будете работать легенькими касаниями, тогда будут получаться вот такие отпечаточки. Чем вы больше делаете нажим на кисть, будут получаться больше что-то похожее на кляксы. То есть не такие вот аккуратные, да, какие-то листочки, а вот именно будут просто жирные кляксы. Смутно будет это, конечно, похоже на листья, то есть отдаленно совсем. Легонечко. Вот возвращаюсь, смотрю, если мне хочется где-то добавить контур, да, этого кустика, там прорабатываю. Больше к низу оттеняю, добавляю индиго. И где-то я покажу, что у меня не в воздухе, да, эти веточки висят, а все-таки там, ну, вернее, листочки, веточки присутствуют. Вот кое-где так вот показала каких-то веточек. Немножко света белила с лимонкой, капельку-капельку. Сухой кисточкой можно уже вот эту красочку желтенькую зачерпывать с листвы и вот так вот где-то ей уже продолжить какие-то отдельные листочки. И вот начинаем прописывать нашу речку. В принципе, обратите внимание, мы, когда намечали рисунок, мы саму речку, в принципе, не рисовали. Мы рисовали край берега. Берег справа, берег слева, и речка получается сама собой. То есть, когда рисуете какую-то речушку, рисуйте берег. Делайте, внимание, акцент на берег, а не на речку. А река, она уже это все, что осталось. С правого края теневая, ультрамарин с индиго, довольно-таки вот так темненько. Обязательно горизонтально, иначе получится ощущение, что у вас речка вот-вот сейчас выльется из холста. Это, как знаете, отвлекусь сейчас немножко, расскажу вам такую историю. Как-то я наблюдала картины, вот ездила летом, и стояли художники, продавали свои картины. И вот у одного художника были настолько вот классные, друзья, работы. Действительно видно, что не за один сеанс эта работа была написана. А, ну, красивые пейзажи. Но в одном я увидела, что вот река, она вот-вот выльется, вот такое ощущение. При всем, при том, как прописаны деревья, листва, да, все это. Настолько было, это так резало глаз. Ну, дочка моя же, дочь художника, она сразу сказала: мама, здесь завален горизонт. Я говорю: да, правильно. То есть это действительно смотрится некрасиво, непрофессионально. То есть, ну, я не знаю, может, это была такая задумка автора, но, честно, как сказать вам, ну, не должно быть так. Это очень-очень режет глаз и отвлекает от остальной красоты всей пейзажа.
А я тем временем закрываю, да, вот речушку там, где у меня отражается бережок. Я маленькими короткими мазочками, опять-таки очень-очень таким вот минимум красочки, я заполняю речку. Где-то более индиго, да, добавляю, ультрамарина, извиняюсь, более такой прям вот синенький. Слева угол внизу такой вот коричневатый, немного белесых оттенков, короткими-короткими мазочками. То есть речка это у нас по сути то же самое зеркало, да, и в ней отражается все, что на берегу. То есть так мы и наносим. Только более темнее, да, отражается, потому что там еще плотность водички, плюс дно какое-то, да, там глубина, вот эта вот толщина воды, и поэтому отражение всегда водичка у нас темнее пишется, чем небо. Заполняю коротенькими такими вот мазочками, не сильно размашистыми. К отражению с индиго подхожу аккуратненько, а потом сухой кисточкой можно соединить. Но смотрите, когда будете соединять отражение темное со светлым, кисть постоянно протирайте, чтобы сильно, ну мы же как бы двигаемся, да, из белого в темного, в темное пятно воды. И получается, что мы можем его, есть такой риск, перебелить. То есть постоянно протирайте кисточку, чтобы этого не случилось. То есть это наша теневая пропадет потом в итоге. Мы потом сами поставим уже. Вот я, видите, добавила более оранжеватых, то есть отражение от деревьев, от травы на берегу, да, таких вот. То есть прорабатываю маленькими детальками, смотрю на все и прорабатываю. Вот, в теневую, в эту индиго мы потом добавим каких-то в любом случае, да, какой-то ряби. Вода, это же речка, она течет там. То есть, белилка с индиго, чуть-чуть туда коричневого, такими вот мазочками несложными намечаю камешки на правом бережочке. Что касаемо камешков, делаем их разных размеров, да. То есть можно где-то добавить больше коричневинки, где-то пускай он больше в индиго уходит, где-то совсем посветлее. Они тоже у нас, да, разные, разной формы, разных оттенков камешки. То есть и мы также показываем. За это помним, что каких-то одинаковых клонов в природе, таких вот камней там или чего-то, да, в принципе, нет. Так и мы стараемся делать разнообразными. Вот здесь какой-то тоже кусочек берега. Индиго оттеняю, делаю теневую на камешках. Где-то, видите, теневая тоже прям плотно-плотно, темненько индиго лежит. Где-то он же такой разбеленный. Пускай так и остается. То есть теневая, она тоже должна быть разная. Я знаю, что у многих проблема с написанием камней, но здесь что главное понимать. То есть не надо пытаться нарисовать какие-то конкретные, правильные, уловить грани этого камня, да. Ну, представьте приблизительно, да, где у вас, к примеру, откуда падает свет, где поставить свет, добавить, где добавить эту тень. И вот как кисточка отпечаточек нанесла, так пускай и остается, так и будет хорошо. То есть не надо, если она где-то там не плотным цветом, да, та же теневая легла, ну и пускай она так и останется. Это как раз-таки вот уже задает сам мазочек и тень, и полутень, да. И вот макушечки, совсем-совсем макушечки, я прошла
более освещенную часть сделала. Это белила с лимонкой. Можно туда охрочки немножко добавить, чтобы не были сильно такие прям желтые камни. Темным цветом втираю вот коротенькими мазочками. Там вот дальний наш лесок, да, он тоже отражается, теневая это в речушке нашей. То есть в белесый этот оттенок сложновато красочка, конечно, ложится сразу, да, темненькая. Но можно первый раз наложить, там потом еще раз, и она поддастся в итоге и более темным оттенком ляжет. Также водичка, да, около берега показала светлых участков. Это, то есть, может быть, вода бьется о край берега, получаются такие вот блечочки. И вот здесь тоже коричневая граница, да, такая, и сразу ультрамарин пошел темный. То есть тоже надо ее немного смягчить, да, и добавить туда более ультрамариновых оттенков, то есть потянуть коричневый в синий цвет, да, синий в коричневый, то есть тем самым как бы сделать мягкий переход. И под камнями это естественно, вода течет, да, бурлит, она огибает камни, появляются такие завихрения, да, и ряби, там вот это вот, как назвать, пены, да, возможно. Ну, рябь там более явно видна, чем она, допустим, по всей реке. Это мы и показываем. И вот маленькими мазочками сейчас я захожу и в теневую, но очень аккуратно и очень тихонечко. Работаю пока вот втирающими такими движениями, легкими-легкими. Вот опять вернулась к палатке, да, взяла макушечку, ее высветлила, эту тыльную сторону. Поработала еще с травой, белила с лимонкой, немножко охры. Вот здесь посажу такие травинки какие-то более длинненькие, да. То есть уже идет как бы уточнение, какое-то проработка, усложнение всего пейзажа, да. То есть делаем его более сложный, интересный, живописный. Камешки еще где-то высветляю. И вот беру индиго между бликами вот этой пеной. Я показываю отражение камней в воде. Почему я не сделала сразу это? Вроде бы, да, мы в масляной живописи от темного к светлому идем. А не сделала я сразу потому, что вот этот белый оттенок у нас индиго не ложится как бы одним темным каким-то цветом, да, под камни. А вот именно он где-то разбеливается, становится серенький. И отражение, оно на самом деле при такой легкой волнующейся воде, оно такое и будет. Оно где-то будет более четкое, темное, где-то более светлое. И вот эти вот белые блики, которые нанесены были изначально, они вот как раз-таки индиго где-то и высветляют, а где-то он остается более плотненьким, таким темным. Еще наши дровишки в костер подкинула коричневым цветом. Где-то добавляю каких-то, опять-таки, да, ну, смотрю, чего мне хочется здесь уже как бы. То есть в траву там где-то охристых, где-то посветлее, где мне, допустим, не хватает какого-то контраста, да, темных оттенков, я уже добавляю
Ну, как, допустим, здесь, да, бережок мне захотелось более сделать почетче вот эту вот высоту именно берега. То есть я прокладываю более темных оттенков, где, к примеру, чересчур темно чего-то, хочется более светлого, да, я добавляю более светлых оттенков. Вот, как, допустим, здесь я лимонка с белилками, чуть-чуть добавлю еще посветлее. В принципе, если так вот посмотреть, то левый берег, там, где у нас стоит палатка, он у нас посветлее, чем правый. Вот я добавляю еще теневых под камни, маленьких бликов. Вот здесь соединяю коричневый с ультрамарином. Да, о чем я говорила, надо сделать там такой вот плавный переход, потому что коричневое пятно не смотрелось как вода, да, то есть как будто это уже суша, там берег какой-то. Но это, в принципе, продолжение воды. Вот травинок добавляю, каких-то торчащих вот здесь ближе к нам. Таких буквально несколько движений, и уже как бы видно, что у нас там не какой-то гладкий он, да, а уже там между камешков можно где-то вполне может расти трава. И самые яркие блики ставлю. Смотрите, друзья, здесь набираем красочку уже пастозно и не протирающими движениями, а просто вот прикладываем. Приложили, и вот остаются отпечаточки на самом кончике кисточки. И тогда, когда красочка у нас лежит пастозно, она будет смотреться более ярко, более так вот блики будут поярче. Добавила, видите, чистым индиго, там буквально несколько чуть подальше маленьких пятнышек, камешки маленькие. Там я не буду делать под ними никаких ни бликов, ни отражения, ничего. Ну, просто, чтобы, так сказать, разнокалиберные, да, камешки были. Не только большие, но и вот такие вот маленькие совсем. Добавила еще 2 камешка, чтобы они у меня прям в воде были. Не только по берегу, но камешки и в воде могут лежать. Да? И под ними, соответственно, теневая и каких-то ряби, плечочков на воде. Также на светлом нашем вот этом вот фоне тоже показала немножко белых бликов. Вот поближе посмотрите, видите, какие отпечаточки остаются, такие вот. Небо наше почти белое, но не белое. Деревья, камешки. Видите, и коричневатые оттенки, и индиго теневой, и даже такой разбеленный желтый, травинки, палатка. То есть дальний план вот в тумане, насколько он, посмотрите, тонкий-тонкий слой, прям тоненький-тоненький, а то, что свет, то, что у нас листва, то более у нас освещено и пастозно. Не забываем про то, что у нас теневая свет не любит, вернее, пастозность не любит, а светлые участки любят пастозность. Ну вот на этом и все, друзья. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!